Helios 44.2. Один из самых массовых и один из самых дешевых 44-х Гелиосов. И сегодня я вам про него расскажу. И, кстати, уже не в первый раз. На самом деле, один из самых первых, даже самый первый ролик на нашем канале был как раз таки про Helios 44.2. Но сегодня вы его уже не найдете на нашем канале. Ну, не самый качественный контент, прямо скажем. Сегодня я заново отснимаю материал про этот объектив. Хочу вам подробно про него рассказать. Этот материал больше подойдет для новичков, которые не знакомы с гелиосами. Мне кажется, такой формат хорошо подходит, когда мы говорим именно про 44.2 гелиос. Обычно эти гелиосы первые у тех, кто их покупает. Я же, в свою очередь, владею уже далеко не первым гелиосом 44.2. Знаете, какая ситуация? Покупаю гелиос, надоедает, продаю, потом отпускает, покупаю заново. Благо, подобные манипуляции происходят без каких-либо трудностей, потому что стоит он дешево, покупаешь за одну цену, за ту же цену продаешь. В общем, такие дела. Подробно сегодня обо всем расскажу. Давайте снимать. Helios 44.2 это советский объектив на резьбе М42. Он выпускался с 1967 года. Часто в комплекте выходил с фотоаппаратами Зенит различными. И, собственно говоря, это по сути копия объектива Carl Zeiss Biotar 58 мм f2.0. Сама конструкция объектива это планар, достаточно простенький вообще конструктив, 6 элементов в 4 группах. Что касается, опять же, лепестков диафрагмы, тут у нас 8 лепестков. Это его отличает от некоторых биотаров, но хотя и бывают, встречаются и гелиосы 44.2 на 13 лепестков, но это уже тема, пожалуй, другого ролика, другого обзора, другого объектива, более дорогого, конечно же. Возвращаясь к этому объективу, так же как и Carl Zeiss, он имеет фокус на расстоянии 58 мм, диафрагму максимальную f2.0, минимальная диафрагма тут f16. Объектив выполнен из черного сурового металла. Здесь у нас не так много управляющих элементов, кольцо фокусировки, естественно. На данном экземпляре объектива оно ходит достаточно туго, вероятно, его необходимо смазать. Такая проблема, конечно, возникает, объективы старые. Конкретно этот, кстати, Helios, сложно сказать какого года, 85-го года этот Helios, не знаю, смазывали его хоть раз с того времени или нет. Что касается других элементов, тут есть у нас, естественно, кольцо управления диафрагмой и кольцо предустановки диафрагмы. По сути, кольцо предустановки, оно блокирует кольцо диафрагмы в определенном положении. Это удобно, особенно когда вы снимаете на открытый. То есть закрепили его на F2 и больше оно у вас никуда не двинется. С другими значениями оно работает немного иначе. Например, если вы установите значение на 4, то это значит, что вы сможете изменять диафрагму в диапазоне от 2 до 4. Как я уже ранее сказал, Helios 44.2 имеет резьбу М42, и сегодня его можно установить, по сути, практически на любую цифровую камеру. Есть исключения, например, на Nikon просто так этот объектив не поставить, потому что там будут определенные проблемы, связанные с разницей между рабочими отрезками камер М42 и камер Nikon. Но если у вас камера Canon, если у вас тем более любая беззеркальная камера, то этот объектив без проблем устанавливается. Здесь у меня он подключен к камере ESR через, можно сказать, костыли, потому что, по идее, есть переходник, который позволяет напрямую подключить объектив с резьбой М42 к тушке. Но у меня это сделано через переходник к байонету EF, то есть как у меня объектив накручен на переходник к байонету EF, и байонет EF уже подключен к переходнику с EF на, соответственно, RF. То есть вот такой вот у меня получилась ситуация такая, потому что просто не вижу особого смысла покупать отдельный переходник, и так все неплохо работает. Также есть здесь и резьба под светофильтр, она у нас 49 миллиметров. Вообще никогда я не устанавливал на Helios светофильтр, не пробовал. Также здесь можно установить бленду резьбовую. В комплекте с объективом она не идет, но в принципе на Али вы всегда сможете найти какие-то варианты. Такая популярность Helios 44.2 в цифровую эпоху связана по сути с двумя факторами. Первый — это цена. 1000-1200 рублей может быть.
дешевле бывает немного, бывает дороже, не суть. Факт в том, что это дешево для объектива по сегодняшним меркам. То есть, если мы говорим про родную систему Canon или Sony, там вы ничего подобного за эти деньги, конечно же, не найдете. Тут у вас получается довольно дешевый вариант. И вторая причина его популярности — это довольно интересное размытие заднего плана, своеобразное крученое боке, когда вы снимаете, соответственно, на диафрагме f2.0. И этим многие пользуются, в том числе при съемке портретов, при съемке каких-то макро, возможно. То есть, когда вам нужно закрутить фон, этот объектив весьма неплохо с этим справляется. То, что я сегодня рассказываю про Helios 44-2, в принципе, можно отнести ко всем остальным Helios'ам линейки 44. Их довольно много. 44.3, 44М4, есть отдельные варианты под Pentax. Ну, на самом деле там может быть в общем накопится около десятка различных гелиусов в этой линейке. И все они, в принципе, плюс-минус имеют такие же особенности, как Helios 44.2. Да, немного есть различий по оптике, но с точки зрения основных моментов, то есть количество элементов, схемы самой планаровской, с точки зрения кручения боке, все это примерно одинаковые объективы, поэтому вы можете это отнести, все, что я сегодня рассказываю, большую часть того, что я сегодня рассказываю, на другие Helios 44. Смотрите, репейник. Казалось бы, ну чего особенного, да? Нам нужно вон туда пройти, заодно чего-нибудь снять. Опять же, когда мы говорим про оптику, про качество съемки Гелиоса, тут нужно не забывать, что в сложных условиях, в контровом свете, когда солнце светит сбоку, соответственно, или в подобных ситуациях, он теряет контрастность. То есть это естественно для подобных объективов. То есть тут ничего от него сверх интересного ожидать не стоит, потому что все-таки это объектив за 1000 рублей. Тут уж извините. Не знаю, насколько это очевидно. Конечно же, Гелиосом можно снимать и, грубо говоря, пейзажи или объекты, ну, с помощью диафрагмы 4, 5,6, 7,1 и так далее. Ну, просто обычно подобные объективы с диафрагмой f2.0, советские, они покупаются именно для того, чтобы размывать задний план. Поэтому большую часть времени сегодня я посвятил рассказу именно об этом. Я думаю, пока я вам рассказывал про конструктив, вы поняли, что здесь фокусировка только ручная. И в зависимости от того, какая у вас камера, процесс будет проходить по-разному. Конечно, проще всего, если у вас беззеркальная камера с различными фишками. Например, такими как Focus Picking, он помогает. Также помогает, конечно, приближение кадра, возможность кропнуть кадр, навести резкость, потом сделать, соответственно, сам снимок. Здесь у нас есть обе эти фишки, плюс здесь есть дополнительная фишка для фокусировки, которая нечто вроде клиний, которые позволяют вам точнее фокусироваться. И эта фишка будет работать с этим переходником одуванчика Лушникова, но лишь в том случае, если вы нормально его запрограммируете. То есть там нужно настраивать на самом деле back и front фокус. Это звучит достаточно странно с учетом того, что у нас беззеркальная камера, но если вы хотите получить именно этот инструмент, то нужно его поднастроить. Я этим не заморачивался, использую исключительно фокус-пикинг и приближение для того, чтобы получить резкие кадры. Этого вполне хватает. Что касается его оптических показателей и вообще впечатления от картинки. Боке крученые, как я и говорил, особенно если на фоне есть веточки, какие-то мелкие предметы, листочки, не знаю, иголки, имеется в виду,
различные хвойные деревья там у вас на заднем фоне, или огонечки, например, тогда фон получается красивым, все, что мелкое сзади у вас закручивается, получается интересный эффект боке. Но что касается, например, резкости, то по центру кадра она еще более-менее, по краям кадра, конечно, уже резкости не хватает. Чем меньше у вас мегапикселей, тем лучше смотрится этот объектив, потому что, в принципе, его разрешающие способности, конечно, не хватает на то, чтобы смотреться выигрышно на матрице в 30 мегапикселей, например. Если у вас там 12, 14, 16 мегапикселей, то картинки будут, ну, ощущаться лучше, скажем так. Но с точки зрения боке, это, конечно, у нас количество мегапикселей не влияет. И в этом плане, конечно, все у вас будет также хорошо и на большой матрице, и на маленькой. Никаких проблем. Что касается лично моего отношения вообще к объективам Helios 44-2, то оно не постоянно. То мне он нравится, то мне он не нравится. Наверное, это зависит от ситуации, от того, что я снимаю. Ну, например, мне в принципе нравится, как он ведет себя при съемке видео, потому что, ну, позволяет достаточно интересный фон получить необычные кадры для видеосъемки, это важно. Также мне нравится, как с помощью него можно фотографировать предметку, например. Но совершенно не нравится, когда приходится фотографировать какую-то движуху. Вот буквально только что я тут бегал за котом, и это было, ну, мучение в каком-то смысле, потому что кольцо фокусировки, ну, мало того, что оно на этом экземпляре тугое, так еще и оборот кольца, я даже вот сейчас точно не скажу, но думаю, что в районе 300 градусов, наверное, да. То есть очень большой оборот кольца, и, соответственно, вам не получается у вас оперативно им пользоваться во время съемки какого-то движущегося объекта. Также стоит отметить, что вообще-то это один из самых доступных вариантов вам получить объектив, который размывает фон, то есть светосильный объектив. Все-таки диафрагма 2.0 при фокусе на 58 мм. Это неплохо, в том числе, чтобы фотографировать портрет, особенно если у вас кроп-камера. Поэтому за 1000 рублей вы ничего более толкового для того, чтобы попробовать снимать портрет, не найдете. Этот объектив очень неплохо подходит для данных задач для новичков. Это было небольшое видео про Helios 44-2. Оно больше, наверное, было интересно новичкам, чем прожженным советским фотографам, потому что таких я вряд ли смог этим видео впечатлить. Тем не менее, это видео нам необходимо для того, чтобы, отталкиваясь от него, уже снимать дальнейший материал на наш канал. Да, к Гелиосам мы еще вернемся, и надеюсь, это будет интересно. Поэтому, чтобы не пропустить, обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте лайк. Спасибо за внимание. Это был канал Полный кадр. Делайте правильный выбор.